Продюсер Яна Рудковская в интервью рассказала об уходе Алены Косторной из «Ангелов» Плющенко. По словам Рудковской, 17-летняя фигуристка ушла не от Плющенко. Она ушла после того, как ухудшились отношения с тренером Сергеем Розановым. Алена Косторная пришла не к Евгению. Она пришла в «Ангелы» Плющенко к Сергею Александровичу Розанову. Евгений первое время помогал, но потом она начала заниматься только с Сергеем Александровичем между своими болезнями и восстановлениями. Никому не интересно писать, что Косторная ушла от Розанова. В «Хрустальном» тоже не только Тутберидзе работает. Много тренеров. Но фамилия звучит одна. Плющенко занимается со своими спортсменами, он за них и отвечает, это максимум 15 человек, хотя в академии около 100 спортсменов тренируются и работают 12 тренеров, рассказала она. Продюсер также отметила, что у нее лично, и у работников Академии Плющенко сохранились хорошие отношения с Аленой Косторной. Мы хорошо относимся к Алене, она мне очень сильно импонировала. Но так сложилось, что она решила уйти. Ничего плохого в этом не вижу, просто можно было немного по-другому все сделать. Но это уже лирика. У меня остались отличные отношения с Аленой, контракт пока не расторгнут, мы не торопимся, и нас не задевает, что юридически она еще у нас, а фактически уже там. Федерацию пока еще тоже никто не уведомил. Пусть тренируется. Мы ей желаем только добра, добавила Рудковская. Не успели болельщики отойти от шока в связи с возвращением Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе, а фигуристка уже готовится выйти на лед. В шоу «Чемпионы на льду» Алена не только покажет, в какой форме находится через месяц после скандального трансфера, но и впервые представит на публике программу от Даниила Глейхингауза, с которой каталась бы в этом сезоне, если бы не переход к Плющенко. А ведь именно недовольство постановкой Глейхингауза и было одной из основных причин для смены тренера. Получается, Алена изменила отношение к номеру, который Плющенко называл ужасом. Или необходимость катать нелюбимую программу, одно из последствий возвращения с повинной. В прошлое межсезонье Косторная входила в статусе лучшей фигуристки мира, и естественно, в группе Тутберидзе на нее делалась очень серьезная ставка. Недаром именно Алена первой получила программы на новый сезон. Короткую она начала отрабатывать еще зимой, а произвольную ей поставили на посткарантинных сборах в Новогорске. Интересно, что, помимо Глейхингауза, хореографом Косторной выступила и сама Тутберидзе. Обычно постановки в соавторстве с Этери Георгиевной становятся очень успешными и даже знаковыми. Например, «Дон Кихот» Загитовой или «Девочка на шаре» Валиевой. 10 июля, за 3 недели до объявления о переходе, хореограф Даниил Глейхингауз делился эффектным кусочком новой программы, поставленной под трек «Лавли» Билли Айлиш и Халида. Тутберидзе не сомневалась, что номер произведет мощное впечатление на зрителей и судей. И насчет мнения болельщиков тренер не прогадала. Даже небольшой отрывок программы привел публику в восторг. Шедевр! Слов нет. До мурашек. Здорово! Чувствуется, будет очередной шедевр. Алена умница и красавица. Годнота подъехала. Спиной чую, будет космос. Постановкой программы наслаждался и сам Глейхингауз. Хореографу настолько понравился результат, что он поделился им со своими подписчиками в Инстаграме. К слову, больше ни одной программы за это межсезонье Даниил не выложил. По мнению хореографа, постановка нравилась и самой Алене. Она просила девочек снимать на видео, как она катает дорожку, программу. По ней было видно, что она прям кайфует, говорил Глейхингауз. Плющенко раскритиковал программы Глейхингауза. Помешал воочию увидеть эффектную постановку «Спонтанный переход» Косторной к Плющенко. В числе причин неожиданного трансфера Алена, в частности, называла и неудачные программы. Поддерживал ее в этом и новый тренер, который не постеснялся раскритиковать работу Глейхингауза. То, что я видел в Инстаграме из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала. Даниил Глейхингауз сказал, что Косторная кайфует от этих программ.
Может быть, Глейхенгаузу хотелось бы это видеть, но сам спортсмен говорит противоположное, убеждал Плющенко. Алена все межсезонье хранила молчание и только на открытых прокатах сборной России в сентябре разразилась мощным спичем. Девушка подтвердила, что ее не устраивали программы, а тренеры не хотели идти на уступки. Произвольная программа мне нравилась, не все места, но музыка устраивала. Короткая не нравилась совсем, об этом я говорила, и говорила неоднократно. Мне отвечали: покатайся после контрольных прокатов, посмотрим. Но мне действительно не нравилось, я не чувствовала музыку. Не люблю такое катать, сказала Косторная. Косторная визжала от восторга. В Академии Плющенко Косторная получила желанную свободу и возможность активно участвовать в создании программ. Алене очень нравилась ее короткая программа под треки Билли Айлиш «Ты увидишь меня с короной на голове» и «Не время умирать». По словам спортсменки, ей очень подходила эта постановка, а тексты песен соответствовали тому, что происходит в ее жизни. Было сложно не увидеть в этом укол в сторону бывшего тренерского штаба. Косторная часто говорила, что в Академии Плющенко чувствует себя счастливой и довольной. Она получила полную свободу действий и смогла осуществить свою мечту – посотрудничать со знаменитой канадкой Шо Лин Бурн. Я очень давно хотела поработать именно с этим хореографом, очень обрадовалась такой возможности, онлайн или нет, мне было все равно, услышала, что можно, и завизжала, говорила Косторная. Однако на зрителей и судей новые программы Алены по-настоящему ошеломительного впечатления не произвели. Оценка за компоненты у фигуристки по сравнению с прошлым сезоном просела в среднем на 5 баллов. Конечно, сказывались плохая готовность фигуристки и проблемы со здоровьем, но и сами программы выглядели пустыми и неинтересными. А потом начались метания. Алена сменила первоначальные программы на новые от Шо Лин Бурн, но и они не помогли добиться вау-эффекта. Что Косторная покажет на шоу Тутберидзе? Пока неизвестно, будет ли тренерский штаб Тутберидзе как-то использовать постановки Шо Лин Бурн, или Алену вынудит полностью от них отказаться. Главное, что теперь у Косторной снова не будет возможности выказывать недовольство работой хореографа. Это напрямую вытекает из условий, выдвинутых Тутберидзе. Алена должна кататься без выходных, перестать жаловаться на детей на льду и показывать те постановки, которые для нее выберут тренеры. Увидеть первые плоды работы Косторной в Хрустальном можно будет уже на московском шоу Тутберидзе, которое пройдет 6 апреля. Как было сказано на Первом канале, там фигуристка представит ту самую программу под лавли Билли Айлиш. И если это действительно так, то либо Косторная поменяла мнение насчет постановки штатного хореографа Хрустального, либо ее вынуждают кататься с программой, которая ей совсем не нравится. По иронии судьбы, Алене придется катать не самую любимую постановку в шоу Этери Георгиевны. И очень интересно, что она скажет об этой работе Глейхенгауза теперь.